Одна из самых древних империй в мире – Ассирия, железной пятой правила Ближним Востоком. Мрачные зиккураты, лютая жестокость к врагам, рабство как основа государства. Попрошу вас поставить лайк видео и подписаться на канал, чтобы получать уведомления о новых и интересных материалах. А мы начинаем свой рассказ. Ассирия – одна из древнейших империй, существовавшая с 24 века до нашей эры. Это государство подчинило себе множество народов и располагалось в период расцвета военного могущества на территориях современного Ирака, Ирана, Египта, Сирии и Израиля. Многим Ассирия знакома по знаменитым законам Хаммураппи, среди которых есть и ставший впоследствии библейским тезис «Око за око». Они поработили соседей, практиковали переселение народов для растворения их в прочих, выкашивание элиты, все то, что стоит за успешными государствами, и казалось, что им не будет равных. Но судьба сложилась иначе. Небольшой конфликт с медянами, племенем пришельцев с севера, привел к катастрофе. Медийцы, то есть будущие персы, позвали к себе на помощь скифов, родичей, и это оказалось панацеей. Ассирия сначала под ударами скифов пала, которые из статуса наемников одной из сторон мелкой войне перешли к экспансии на понравившихся им землях. А когда их удалось прогнать, осколки Ассирии поглотила набирающая обороты империя Персии. Ассирийцы происходят от аборигенного населения Ближнего Востока, являясь типичными семитами, ближайшими родичами евреев, арабов или палестинцев. Отделившись от этой группы и обретя имперское сознание, ассирийцы ментально отделили себя от прочих семитов, что и определило их отличия в языке и культуре. Ассирийцы после падения своей империи крайне неохотно усваивали традиции захватчиков, не принимали зороастризм персов, а затем и греческое язычество, неоперсидский митраизм, сохраняя свои собственные верования. А затем перешли в христианство и остались ему верны до сих пор, проживая в океане мусульманских народов. Такая религиозная инаковость играла с ними в злые игры. Как только обострялись отношения мусульман и христиан на Ближнем Востоке, как правило, эти конфликты турок и арабов с армянами и курдами, ассирийцы попадали под удар. А учитывая, что они всегда становились на поддержку христианских сил в регионе, будь то крестоносцы или британские военные в XIX веке, их всегда считали пятой колонной. В 1842 году османские солдаты вырезали 40 тысяч ассирийцев, не разобрав, что это не армяне, на которых и шла охота, а другой народ. Погибло около четверти всех ассирийцев, сотни тысяч людей. Это событие вошло в историю как геноцид ассирийцев во время Первой мировой войны. Такие события принудили к эмиграции почти 20 тысяч ассирийцев-халдеев, близких к католичеству, в Российскую империю из империи османов. Это сохранило этнос. Вскоре у османов начали проводить геноцид ассирийцев, считая тех, как и армян, проводниками и шпионами от вражеских стран. Были арестованы большинство молодых мужчин, даже тех, кто находился в армии. Затем начались аресты интеллигенции и аристократии и высылка народа в пустыню. Однажды мусульмане собрали всех детей с 6 до 15 лет и перевезли в штаб полиции, после чего их заставили подняться на вершину горы, известной как Раш-эль-Хаджар, на которой их одному с другим перерезали горло и бросали в пропасть. Выживших охотно грабили курды и местные жители. Лишь те, кто оказался близко к границам русских войск в районе озера Урмия, смогли выжить, вооружиться и даже помогать соплеменникам. В 1918 году, когда русская армия ушла, турки вновь истребили 30 тысяч ассирийцев, которые попытались пешком добраться до лагеря британской армии в поисках защиты. Тех, кому удалось дойти, британцы отправили еще за 500 километров в другой город, что стоило еще 1000 жизней. Британия создала из ассирийцев элитный корпус для охраны нефтепромыслов и своих учреждений в регионе, отдавая им конфискованные у курдов и турок земли и дома. Естественно, это вызвало волну ненависти к ассирийцам, уже и без того ненавидящих их народов. Когда британская армия стала покидать регион, ассирийцы эмигрировали сначала в Сирию, затем в США и в другие страны. В России без профессии и языка ассирийцы включились в ремесло сапожников и чистильщиков обуви, оккупировав эту сферу.
Уличные сапожники и чистильщики обуви восточной внешности в Москве и Петербурге, ну и в других городах были неотъемлемой частью довоенных столиц. В ноябре 2020 года Михаил Калинин приказал ассирийцам предоставить чистку и ремонт обуви. А в Ленинграде после войны даже существовала особая артель «Трудосирийцы», способствующая трудоустройству мигрантов. Таким образом, постепенно происходила интеграция ассирийцев в Российской империи. Сейчас в мире насчитывается менее 1 миллиона ассирийцев, которые проживают в США, России, Иране, Турции и Китае. Антропологически ассирийцы относятся к армяноидному типу балкано-кавказской расы, сближаясь с армянами и сирийцами. Это темноволосые люди с миндалевидными темными глазами, широкой и массивной головой, среднего или выше среднего роста. Часто имеют плоский затылок и большой выступающий нос. У них сильно развит рост волос на теле и обильный рост бороды. Генетически ассирийцы очень однородны, что подтверждает их традицию выходить замуж только за представителей своего народа. Тем не менее, они типичные жители Ближнего Востока, в одном классе со своими историческими врагами. В 21 веке продолжается геноцид ассирийцев на Ближнем Востоке и в Ираке. После прихода в Ирак ИГИЛ почти 200 тысяч человек бежали оттуда по миру, так как фанатики заняли именно земли ассирийцев, убивая тех с фантастической жестокостью и всячески преследуя выживших. В России ассирийцы также оставили свой след. 2 ассирийца стали героями Советского Союза в годы войны, а среди известных личностей к этому народу принадлежали и лингвист Михаил Садо, футболист Александр Алхазов, целительница Джуна Давиташвили. Можно по-разному относиться к истории Ассирии и ее народа, искать причины гонений внутри его самого, но нельзя не восхищаться умением ассирийцев сохранить себя в течение 3000 лет, из которых половина прошла в скитаниях и преследованиях в мире. Пишите, встречали ли вы ассирийцев в жизни? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.